От пациентки. КТ брюшной полости, исключить аортомезентериальную компрессию. Проблемы начались в конце 2019 года, после еды ощущалась тяжесть в течение 3-4 часов. Тошноты, боли и рвоты не было, только чувство распирания, которое длится уже 2,5 года. После коронавируса симптомы ухудшились, пища стоит теперь по полдня. Прокинетики никакие с самого начала не помогали. На рентгене желудка ставят дискинезию ДПК по типу хронической дуоденальной непроходимости. Обязательно измерить угол отхождения верхнебрюшечной артерии от брюшной аорты и расстояние. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 40 лет. Дата исследования – 28 мая 2022 года. Область исследования – органы брюшной полости и забрюшинного пространства. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких, на уровне сканирования, очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров правильно расположен. Печень КРБТ 150 мм, Карлт 101 мм, контуры четкие, ровные, нативная плотность плюс 50 плюс 60 Хаунсфилда. Диаметр портальной вены 13 мм. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Желчный пузырь обычных размеров правильной формы. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Поджелудочная железа обычных размеров 23, 21, 26 мм с четкими контурами, паренхима диффузно неоднородна, плотность плюс 32, плюс 67 Хаунсфилда. Версунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Селезенка не увеличена, с четкими, ровными контурами, без РДЖ контрастных очагов. Капсула прослеживается на всем протяжении. Надпочечники не увеличены, обычной структуры, Y-образной формы. Правая почка не увеличена, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки, паранефральная клетчатка структурны. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Левая почка не увеличена, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки, паранефральная клетчатка структурны. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Диаметр аорты и нижней полой вены в пределах возрастной нормы. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. При внутривенном болюсном введении контраста очаги патологической васкуляризации не выявлены. Верхняя брызжеечная артерия отходит от аорты под углом 10 градусов, аортомезентериальное расстояние 5 мм. Левая почечная вена также компримирована, левая яичниковая вена диаметром до 6 мм. Паренхематозные органы накапливают контраст без особенностей. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно, без особенностей. На уровне средней трети тела L3 определяется N-образный перегиб правого мочеточника. Заключение. КТ-картина диффузных изменений ткани поджелудочной железы, синдрома Уилки с компрессией левой почечной вены и расширением левой яичниковой вены, перегиб правого мочеточника. Рекомендована консультация гастроэнтеролога-уролога. 25 июня 2022 года доцент кафедры К. М. Н. Котов М. А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Верхняя брыжеечная артерия отходит под углом 10 градусов от аорты и пережимает 12-перстую кишку, вызывая жалобы, что вас беспокоит. Также она сдавливает левую почечную вену и, как следствие, нарушается отток по левой яичниковой вены, что может давать боли внизу живота. Также неоднородна структура поджелудочной железы, она реагирует на сдавление кишки. С этим нужно к гастроэнтерологу. В правом мочеточнике есть перегиб в средней трети. Это может давать периодически боли в правом боку. С этим к гастроэнтерологу. Вопрос пациентки. Спасибо за описание и оперативность. У меня возник вопрос по поводу угла отхождения ВБА. Я делала КТ с контрастом первый раз, когда только заболела, и ВБА отходила под углом 20 градусов. Я тогда похудела на 5 килограммов. А где-то через год сделала допирографию брюшной аорты и ее ветвей, и угол увеличился до 29 градусов. Я уже тогда набрала вес 7 килограммов. И после этого больше не худела, в таком весе и остаюсь. Почему угол тогда такой маленький стал? Он точно 10 градусов?
Это не ошибка? Ответ КМН, котовая МА. На данном исследовании точно 10 градусов. От веса, количества мезентериальной жировой клетчатки этот угол очень зависит. Измерение угла по УЗИ не совсем корректно. Всегда есть давление датчика на брюшную стенку, что мешает правильному измерению угла. Вопрос пациентки. Так вот это. Конечно, и странно, что 2 года назад, когда я делала КТ с контрастом, угол был 20 градусов, и тогда я похудевшая была, а сейчас я наоборот поправилась на 7 килограммов, вешу 59, а угол еще больше уменьшился. Не могли бы вы ответить, почему так могло произойти? Хотя бы ваше предположение. Ответ КМН, котовая МА. Первое. Я про угол в 20 градусов ничего не говорил. Второе. Как эта цифра возникла, неизвестно. Третье. Обычно этот угол достаточно стабилен на протяжении всей жизни.